Атлант у нас продолжение нашей серия торгов на активе криптовалюта биткоин. У нас последняя, да, вот это как голова плечи, была отработка вниз, больше 50% прошли, потом начали накопление вот это вести. Я от зоны 19800 старый лонг закрыл, старый шорт позицию, которую открывал, закрыл 90 плюс 93. Сейчас вот, получается, открывал две позиции. Одна сейчас осталась открытая, которая больше. Одну позицию 94%, где вот 94%, я ее закрыл, вот цена закрытия. Когда мы спустились вниз в эту область, коснулись нижней вот этой трендовой, да, которая идет здесь. Так, нет, не она. Сейчас, секундочку. Вот у нас вот эта вот трендовая, вот эта, которая проходит. Да. Вот мы ее коснулись, потом цена пошла откупаться, но еще вот когда ниже сходили, да, и вот здесь, когда пошла откупаться, я ее потом закрывал вот в этой области. Это у нас получилась цена 19717. Сейчас скажу, вот здесь я где-то и закрыл на откуп. Вот здесь вот я, да, вот здесь. Вот этой просадочки, в общем, закрыл. Потом она... И началось вот это накопление. Обратил внимание, что мы раз коснулись вот этой зоны, да, вот область психологической поддержки сопротивления, пошел откат, опять откуп, еще раз коснулись и открыл от зоны, поставил 19800, поставил точку закупа в шорт, отложенную сделку на бирже BingX открывал, сделка открылась. На бирже BingX тоже мы прошли вот эту 19800. Сделка отсюда открылась. И, как видите, да, у нас сейчас вроде как отработка вниз пойдет. Обратил внимание, искусственный интеллект подсказал, что у нас будет продолжение шортового движения. То есть из вот этого большого накопления пока предположение, что мы пойдем вниз, все-таки в шорт. Плюс у нас еще не до конца отработал вот этот небольшой паттерн, да, у нас выход на нем 19590, 589 должно быть, ну, в общем, что я уже сдвинул по ходу. 19500, 600, 19600, плюс есть важный уровень 19600, если пробиваемся, идем ниже, да, там может привести цену к гораздо более низким уровням. Дальше здесь у нас идет такое накопление в виде треугольника с плоским верхом, казалось бы, но если рассмотреть, я посмотрел на разных биржах, да, и практически на всех идет треугольник, идет косой, то есть у него это как клин такой, да, и обратите внимание, он не с плоским верхом, да, он вверх приподнят немножко. Если бы это был треугольник с плоским верхом, то обычно такие треугольники с плоским именно верхом пробиваются наверх. Здесь у нас медвежий паттерн идет, и опять же набор вот этого треугольника, и вот мы сейчас выходим вниз, скорее всего это будет какой-то флаг, возможно, клонировать сейчас, возможно, вот такого характера, сейчас мы, ну вот еще вот область сопротивления, сколько, 19700 как раз, да, хорошая область сопротивления, и вот сюда 19684. Ну, посмотрим. Символ. Так. Ну, вот вижу, тут у нас откупают потихоньку. Пытаются откупить. Объем небольшой. Ладно, в общем, если это у нас фигура отрабатывает по Атланту, высота этой фигуры как раз нас приводит, опять же, в ту же область 19584, да, в ту же область, которую нас показывал предыдущий паттерн, то есть пока отработка этого паттерна входит в отработку этого паттерна, да, и мы идем в эту область. Дальше по экономическому календарю у нас на сегодня должны были
произойти вот эти две новости, композитный индекс, да, вот, который мог повлиять, дать хорошую волатильность, и заседание ОПЕК, которое вот сейчас идет. Ну и по идее на этом заседании вот нас и начали проливать потихоньку. Ну и вот эти новости, я полагаю, вот они здесь сначала начали отрабатывать, а это уже как продолжение движения, то есть на Китае продолжение движения, и пойдем ниже. И еще один момент, трёмся, мы в самом низу, да, видите, опять же находимся у нижней вот этой грани. Раз, два, три, уже четвертое касание. Сейчас будет, если опять уйдем вниз, это уже будет пятое касание. В общем, по сделке. Сделка открыта, одна в безубытке стоит. Эта сделка пока открыта, там небольшой плюс, это сколько, сейчас скажу. Так, и вот я открывал, получается, дополнительный шорт от уровня 19 800. Можете его наблюдать. Кстати, у нас, если внимательно это все разберете, полнолуние 10-го, 9-1-1, 9-11 число, получается, своеобразный день. Возможно, здесь отлюбит по полной программе медведь, график биткоина. Вот, и 10 числа это будет полнолуние, и на полнолуние часто бывает дно, такое дно рынка. Так, открыл дополнительно шорт-позицию на бирже BingX, ставил отложенный ордер на 19 800, открылся ровно 19 796, получается, эта сделка открылась. Оставлял ровно 19 800, то есть $4 проскользнуло. Ну, ничего страшного, это очень даже отлично. На бирже Binance, если бы я поставил, у меня бы сделка открылась 19 785, у меня так было. Ну, в общем, открываешь, где-то $15 проскальзывания у них было. Сейчас, не знаю, может, поднастроили все, но вот я так полагаю, это входит сразу как бы в комиссионную просто идет, потому что сотым плечом открываю, это как комиссия такая забирается небольшая. Так, так что вот так вот, ребят. Подписываемся на биржу BingX, нажимаем закрепленное сообщение, и здесь у меня есть ссылки, переходы. Торгую на бирже BingX, вот подписаться на нее. Вам там, кстати, будут начисляться различные бонусы, когда вы приходите, и при первом заводе денег там бонус в размере, по-моему, сначала 10, потом $20, там на бонусный счет вы их можете торговать. Как торговать бонусы, тоже там выше, в закрепленном сообщении выше можете найти. Дальше, чтобы прийти ко мне на графике с искусственным интеллектом, опа, дошли мы до этой точки, тоже есть уровень один, да, пока дошли, сейчас посмотрим, если будем пробиваться, тогда идем к нижней грани на 19 598, да, пробивается, поехали, отлично. Так, в общем, подписаться ко мне на графике с искусственным интеллектом, это через написать мне, чтобы платить в криптоактивах, либо через вот эту ссылку. Приходите также к нам в чат 80 на 20, в чате не ругаемся, не материмся. Если скидываем какую-то свой прогноз, обязательно подкрепляйте графиком, пожалуйста, чтобы новички учились и старички понимали, тоже видели, куда идет. О, красота, красота. Так, скоро надо будет сделку закрыть 19 500. Если сейчас, конечно, не откупят, но, по-моему, идем. Вот так вот экономический календарь отрабатывает. Спасибо вам за отрицательное заседание ОПЕК. Вот они и поехали. В общем, подписываемся 911. Подписываемся, оставляем комментарии, ставим лайки. На YouTube, кто, ребят, смотрите на YouTube, ставим лайк. Мне это очень полезно. Кстати, все эти вот лунный календарь. Очень интересный график и помогает в работе. Так. В общем, подписываемся, оставляем комментарии, ставим лайки, приходим к нам на биржу BingX.
И еще, кстати, положительный момент по поводу биржи BingX. Через торговую панель, вот здесь ее подключаете. То есть вы сначала подписались на нее, сделали себе аккаунт, потом заходите на TradingView, через торговую панель подключаете ее к TradingView и торгуете прямо из терминала TradingView. Это очень удобно. Попробуйте, убедитесь в этом сами. То есть для новичков лучше привыкайте к нормальной торговле сразу. Не на телефоне торговать, не в каких-то не через эту биржу Binance, там где график непонятно какой, прыгает постоянно за тупами. Есть отличный терминал, это TradingView. Подключаете свою биржу, свой аккаунт BingX, подключаете к TradingView и торгуете прямо из этого терминала. И все у вас будет со временем, да, там с первого раза не у всех получается, кто-то депозит весь свой теряет. Но со временем, если вы будете тренироваться, у вас будет все получаться. То есть у меня тоже не с первых дней все началось, я давно на бирже. И начинал с Форекса. Форекс тоже, кстати, на TradingView все это было дело. Вот, потом переходил на Binance, на Currency, в оконцовке остановился на бирже BingX. Я много разных бирж прошел. Вот эта биржа, она социальная, она реальная биржа для людей. Да, у нее есть там маленькие погрешности, небольшие. Это именно в плане, как сказать, в плане, как она выглядит на телефоне, например, да, или там на сайте. Поэтому ее к терминалу TradingView подключаешь и работаешь. Все удобно, все работает, спокойно выводишь средства, завести легко, вывести легко. Никто от тебя не требует паспортных данных. Вот. В общем, подписываемся, оставляем комментарии, ставим лайки. Всем удачи, спасибо за внимание. Так, как тебе открыть его? Поехали. О, маленький, видите, гэп маленький. Это плохо. Сейчас могу цену откупить обратно вот сюда, к этому уровню. Ладно, всем удачи, пока. Кстати, сейчас сколько у меня тут процент в данную секунду с сотым плечом. Сейчас скажу, покажу. Вот в данный момент уже в плюс ушла позиция, уже стало 62%. Вот та же самая позиция. То есть в данную секунду уже плюс еще 30%. В принципе, можно ее закрыть, но у меня цель немного ниже. То есть эту позицию сейчас переведу в безубыток и оставлю на продолжение движения вниз. Так. А, кстати, выход у этой позиции может даже получиться... Не может. Да, у нее выход вот здесь должен быть. То есть у нас наш выход на 19600. На 19610 поставил стоп по вот именно этой позиции. А большую, которую открывал с верхних еще уровней, старую, я ее не трогаю, пускай она открытая висит на пробой ниже. Все, всем удачи, пока.